вяжем тело. Значит, вяжем сначала такой круг, обычный круг. В кольцо набираем 6 столбиков. И в каждом ряду делаем мы по 6 прибавок. Значит, следующий ряд 6 прибавок подряд, затем столбик и прибавка повторяем 6 раз. И так мы вяжем 10 рядов, в котором у нас будет 8 столбиков и прибавка. Провязали. На этом этапе, значит, остановились. Теперь мы будем ввязывать нижние лапки. Но для начала я уже провязала. Мы провяжем 3 повторений, 9 столбиков и прибавка. Это уже 11 ряд. Повторите 3 раза. И дальше мы ввязываем лапки. Значит, берем лапку. Значит, эта сторона у нас будет внизу, лицевая сторона. Вот лапка должна быть привязана в таком положении. То есть, вот, берем лапку лицевой стороной на себя и на нее ложим. Да? Вот так вот будем привязывать. Для этого, значит, мы начинаем дальше делать прибавки. Вводим в ножку сначала первый столбик, затем следующий по кругу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Эта ниточка нам пригодится потом. 7, 8, 9 столбиков и прибавка. Вот у меня 10 столбиков на ножке. У вас, может быть, будет больше либо меньше. Это не страшно. Так что на это сильно не обращайте внимания. Вот. Дальше вяжем по кругу 3 столбика. Мы продолжаем считать. Это у нас как бы будет в счет, то где у нас 9 столбиков будет. И привязываем вторую ножку. Продолжаем считать. Это у нас 3 было, мы провязали по кругу. Дальше вместе с ножкой 4, 5, 6, 7, 8, 9 и прибавка. Ну и так уже довязываем до конца последнюю прибавку в конце. Вот, и в конце мы сделали последнюю 6-ю прибавку. Так вот мы привязали лапки. Теперь следующий ряд. Это у нас 12-й. Значит, в 10 ряду, где у нас 9 столбиков и прибавка, у нас 66 столбиков получилось. Дальше мы вяжем 10 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас будет 72 столбика. И провяжем еще один раз с прибавкой. У нас будет следующий ряд 11 столбиков. Значит, сейчас мы вяжем 10 столбиков и прибавка по кругу. Повторяем 6 раз. И следующий ряд 13 у нас будет 11 столбиков и прибавка. В этом этапе вырезаем круг, прикладываем и вырезаем. Потом провяжем несколько рядов, и я советую его приклеить, чтобы он не ездил. Пока его откладываем, вяжем дальше. Значит, следующий у нас ряд 14. За заднюю стеночку петли мы вяжем без изменений. Семьдесят 8 столбиков, которые получились у нас в этом ряду, в 14. Без изменений за заднюю стеночку вяжем. Дальше 15 и 16 ряд вяжем без изменений.
78 столбиков. Провязали, я приклеила. Значит, следующий ряд у нас 17 вяжем за заднюю стеночку петли без изменений, также 78 столбиков. Дальше с 18 по 24 ряд мы провяжем без изменений 78 столбиков. Это у нас должно быть 7 рядов. 25 ряд 11 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду у нас будет 72 столбика. Убавки делаем за передние полупетли. Следующие 3 ряда это 26, 27 и 28 ряд вяжем без изменений 72 столбика. Двадцать 29 ряд 10 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду останется 66 столбиков. Следующие 3 ряда 30, 31 и 32 вяжем без изменений 66 столбиков. Тридцать третий ряд 9 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 60 столбиков. Дальше 34 по 36 ряд 3 ряда вяжем без изменений 60 столбиков. 37 ряд 8 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, в ряду 54 столбика. Тридцать 38, 39 и 40 ряд вяжем без изменений 54 столбика. 41 ряд 7 столбиков и убавка, повторяем 6 раз в ряду 48 столбиков. Затем 42, 43 и 44 ряд провяжем без изменений 48 столбиков. Дальше 45 ряд 6 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду останется 42 столбика. Затем 46 и 47 ряд вяжем без изменений 42 столбика. 48 ряд 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, в ряду остается 36 столбиков. На этом этапе мы привязываем верхние лапки. Значит, берем, смотрим, как наши ножки расположены, и складываем так пополам, чтобы было ровно. Там дальше вы смотрите, когда привяжете, если вдруг что-то не так, вы знаете, да, распустили, немножко передвинули туда, куда надо. У каждого будет по-разному, потому что ряд уходит у всех почему-то по-разному в сторону, поэтому примерно ориентируйтесь на свой ряд, на свое вязание. Вот, я так посмотрела. Значит, смотрите, будем привязывать сначала нижнюю часть за 8 столбиков провяжем, а потом за верхний. В следующий ряд уже за верхний будем привязываться. Я так себе смотрю примерно 8 столбиков, то есть 4 в одну, 4 в другую пополам, когда сложу, мне надо распустить, поэтому начало ряда я передвину. Как раз прибавку распустила. Вот, и я буду привязывать за 8 столбиков именно в этом месте. А вы, еще раз говорю, приложите вот так вот, проверьте, где у вас будет серединка, отсчитайте 4 сюда, 4 сюда, можете маркеры, ниточки отметить ниточками. И тут также мы берем серединку, вот так, вернее, пополам сложили и нашли первый столбик. Это у меня будет вот этот. Вот в таком именно положении мы будем ввязывать сейчас руку за 8 столбиков.
Раз. Два. Так, главное не ввязать в одну и ту же 2 раза. 3. 4. 5. 6, 7 и 8. Дальше я провяжу по телу. У меня определенное будет количество. Поэтому здесь я уже обговаривать не буду. У каждого может получиться разное количество. Хотя, когда мы расположим посередине, то есть одинаково, когда будут ручки расположены, тут количество у всех, по идее, должно быть одинаково. Поэтому сейчас я довяжу и скажу, сколько у меня. Значит, получилось у меня так: 11 сзади, спереди 10. Почему 11? Потому что мне пришлось распустить, чтобы несколько столбиков, и у меня получилось, что я как раз распустила убавку. Вот поэтому я эту убавку верну где-нибудь здесь. Сейчас я буду вязать, я сделаю одну убавку, чтобы получилось одинаково. 10 тут и 10 тут. Вот если вам не пришлось убавку убирать, то у вас так должно быть. Между ручками по 10 столбиков. Итак, довязала я до конца. Теперь мы вяжем следующий 50 ряд. Также без изменений мы провяжем за верхнюю часть ручки, за 8 столбиков сначала. То есть нижняя часть, вот эта часть у нас уже не идет в счет, мы ее как бы остается она у нас внутри тела. Дальше у нас круг будет именно идти вот по вот этой части, по верхним ручкам, верхней части руки. Значит, вяжем 8 столбиков. Вот это провязанный столбик, значит, следующий уже на теле. Я здесь где-нибудь сделаю одну убавочку посерединке. И у меня будет 10 столбиков, и тут тоже. То есть я возвращаю убавку, которую распустила. Вот, провязываю, значит, по спинке. Дальше по телу. Притягиваем первый столбик, чтобы не было дырочки. Внимательно смотрите, чтобы не ввязывать в провязанные столбики. Можете маркеры, перед тем, как ручки будете привязывать, маркеры оставьте там, где у вас ручки привязаны, чтобы ориентировались. Если вдруг сложно будет найти, понять, что это привязанный столбик, а этот нет. Вот, и по телу я также довязываю 10 столбиков. Это 10-й столбик. Теперь 51 ряд мы провяжем 4 столбика и убавка. Повторим 6 раз, и в ряду останется у нас 30 столбиков. 52 ряд вяжем без изменений. 30 столбиков. Я не наполняю сейчас тело, чтобы было удобно обвязывать белой пряжей. Поэтому я не наполняю. Если вам неудобно потом наполнять, вы можете наполнять по ходу вязания. Но я наполню позже. Через этого достаточно мне будет пространства, чтобы дополнить. Итак, значит, вяжем 30 ряд без изменений. Простите, 52 ряд без изменений, 30 столбиков. Дальше 53 ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли без изменений, для того, чтобы можно было за переднюю стеночку также привязать белую пряжу, воротничок, чтобы был. Поэтому вяжем за заднюю стеночку петли следующий ряд. Я заканчиваю ряд, ввожу пряжу цветом головы, буду делать шею именно из этого, из цвета головы как бы. А если вы хотите, оставьте и вяжите еще 2 там, или 3 ряда, значит, высоту шейки
Вот, смотрите на свой, как бы хотели бы видеть вы высоту шеи. И вяжите, если хотите, будет у вас цветом одежды. Как бы воротничок, он приподнят, можно это как бы так выглядело. Либо будет шея цветом тела тигра, которого вы выбрали. Итак, я провяжу 2 ряда без изменений еще. Все, и на этом этапе я заканчиваю вязание. Вы, если хотите, делайте шеечку повыше. Если вас устраивает, то оставляйте тоже так. 2 ряда. Теперь мы будем обвязывать. Сначала мы обвяжем, потому что нам просто будет мешать эта пряжа пушистая, а потом пришьем лапки, а потом уже будем заполнять тело. Вот так они у нас болтаются, как бы мешают. Вот. Поэтому нам надо будет их пришить. Значит, пряжей обшиваем, обвязываем, вернее, чтобы она не падала не сюда, как бы ложилась, да, а наоборот, наверх. Поэтому берем именно в таком положении детальку, игрушку нашу. И находим, значит, наш ряд. Вот этот вот самый первый, где у нас было провязано за заднюю стеночку петли, для того, чтобы подниматься вверх. И будем обвязывать пряжей столбиками без накида по кругу. Я на камеру это вязать не буду, потому что мне будет неудобно. В общем, присоединились, и каждый столбик, пряча параллельно хвостик, мы вяжем столбики без накидов, каждый полустолбик. Значит, я, чтобы не обрезать и заново не прицепляться, чтобы вязать по вот этой части, еще будем ряд один вязать пушистой пряжей, я просто делаю соединительный столбик, вытягиваю чуть подлиннее пряжу, вот, так, чтобы тут присоединиться, и продолжаю второй ряд вязать. Если у вас достаточно пушистая пряжа, более длиннее у нее волосики, вот эти вот ниточки, то вам достаточно будет одного ряда. Именно вот этого провязать в таком вот положении, чтобы легла, ряд лег именно вот сюда. Ну, смотрите, как он ложится. Может, у вас он ляжет по-другому. Вот у меня он изнанкой ложится, выпирает изнанка, поэтому мне так удобнее, чтобы оно больше на одежду легло. Сейчас я провяжу еще один ряд, и все. Потом мы провяжем за вот эти вот передние полупетельки на шее. И уже будем потом пришивать лапки. Ну вот, теперь можно пришивать лапки. Значит, прикладываем, стараемся синтепон отодвинуть, чтобы он не мешал. И пришиваем так как тут у нас приклеено, если вы уже приклеили, да, этот пластиковый круг, либо картонка, что у вас там, то пришиваем за ножки круга. Пришила край, теперь я буду чтобы не сшить случайно, я буду пришивать вот так вот браться за столбики. Так. И вот пройдусь по краю белой и синей по границе. Тут уже я буду пришивать. Ну, здесь можно аккуратненько. Столбик пропустить. Здесь он притянется, и все, и не будет видно. И дальше вот я уже, если обговаривала
то скажу еще раз, вы можете не вязать нижние лапки, если вас устроит без лапок, просто получится как будто длинная, лапок не видно, длинное пальто. Поэтому мучиться можете не мучиться и не пришивать, не привязывать лапки. Таким вот образом я их пришью и наполню тело. Смотрите, если вы хотите, чтобы ручки после того, как вы наполните, они немножечко приподнимутся, чтобы держали форму, можно было их изгибать как угодно, там, я не знаю, чтобы он что-то держал в руках, к примеру, да, Дед Мороз, то можно взять проволоку в обмотке. Она, вот, например, вот эта проволока 2 миллиметра. Пока у нас тут все еще открыто, мы можем попасть к ручкам. Сгибаем край. Потом этот край можно, даже не то, что можно, а нужно его склеить, чтобы он не царапал. Скотчем, например, либо изолентой. Вот. Потом примерно отмерить. Вот тут вот, когда согнется, да. И вставить проволоку. Вот. А если вы не хотите, вы и хотите, чтобы ручки были как бы прижаты к телу, то вы просто можете, если вам в одной позе, например, ну вот если хотите, чтобы это Дед Мороз, у него что-то было в руке, там, я не знаю, игрушка, мячик, там, что угодно, что вы там придумаете, вы можете просто пришить в такой позе к телу и все. И не надо будет проволоку вставлять. Я вставила проволоку. Теперь я могу вот согнула ручки, как я хочу, в любой позе, могу что-то положить им, в руку положить, например. Ну, в общем, вот так вот получилось. Если вас устраивает, как у вас получилось, то оставьте как есть. Это не принципиально, это уже как дополнение для ручек. Ну вот, в принципе, тело у нас уже готово. Вяжем такой вот нос с переносицей, как бы 2 в 1, переходящий в лобную часть. Значит, набираем цепочку из 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Будем вязать поворотными рядами. Со второй петли от крючка мы вяжем Значит, во вторую петлю от крючка мы провязываем 2 столбика, то есть делаем прибавку. Затем мы вяжем 4 столбика. В последнюю петлю тоже делаем прибавку. 8 столбиков должно получиться. Воздушная петля, поворот. Второй ряд провязываем эти 8 столбиков без изменений. Провязали, воздушная петля, поворот. Третий ряд прибавка, опять же с краю. Дальше вяжем 6 столбиков. Дальше прибавка у нас в конце. Воздушная петля, поворот. 10 столбиков в этом ряду у нас в третьем. Четвертый ряд мы вяжем без изменений. С 4 по 10 ряд мы вяжем без изменений. 10 столбиков поворотными рядами. Провязали, воздушная петля, поворот. И так вяжем по 10 ряд. Итак, значит, смотрите, вот провязали мы, значит, с 4 по 10 ряд. Это 7 рядов. Я предлагаю эту часть пока отложить. Для чего? Мы будем пришивать мордочку, пришьем ушки и уже из этого стянем глазки. И после этого мы будем прикладывать нашу вот эту вот накладочку, вот эту вот переносицу, носик, как ее можно назвать. И будем ориентироваться каждый на свою эту голову. Потому что
я опять же повторяюсь, как обычно бывает, что у людей разная вязка. Все вяжут по-разному. Кто-то делает плотную вязку, кто-то слабенькую, кто-то сильно набивает голову, кто-то слабенько. Вот. От этого будет играть, варьировать наша вот эта вот переносится ее длина и на каком месте мы начнем делать прибавки по краям дальше. Вот. Поэтому мы отложим пока в сторону, возьмем голову и начнем ее оформлять, а потом дальше продолжим вязать переносицу. Вот. Берем голову. Я предлагаю, наверное, на этом этапе сначала нам пришить голову, чтобы дополнить ее хорошо. И когда мы будем делать утяжку, чтобы не выскакивал синтепон, давайте мы ее лучше сначала пришьем, а потом уже будем оформлять. Нам будет так удобнее. Давайте пришиваем голову. Я пришила голову, зафиксировала ниточку. У меня тут осталось достаточной длины, и я этой же ниточкой сделаю утяжку. Вот вывела ее к глазу. Тут опять же ее зафиксирую, чтобы она не стягивалась там, где не надо. Чтобы было здесь как бы начало фиксации. И, значит, захватывая синтепон, вывожу к этому глазу. Вот видите, да, где я зафиксировала. Выведу сюда. Так, дальше вниз. Ну, вот на 2 ряда ниже. Прям почти под глаз. И также здесь, к этому глазу. Выведу под глаз. Дальше. Сильно прям не будем утягивать. Теперь я сделаю утяжку тут тоже немного. Значит, ввожу. Мне, наверное, не хватит этой ниточки. Вывожу сюда, к этому глазу, у нас сзади. И здесь также назад, наверх. Значит, вывожу задней части глаза, также через 2 ряда наверх. И выведу сюда. Так получится небольшая утяжка по краям. Вы можете делать утяжку по-своему, как вы привыкли это делать. Такая вот, сильно не стягивайте, так буквально, чтобы глазки туда чуть-чуть сели. Я тут зафиксирую эту ниточку, потому что у нас тут будут и веки, и все такое вот, все спрячется. Если вдруг что-то видно, но оно не будет видно. Все, вывожу ниточку и прячу ее там. Вот таким вот образом у нас получилась утяжка. Теперь пришьем ушки. И уже исходя из этого образа, пришьем еще мордочку. Про мордочку забыли. Значит, мордочка у нас, видите, да, вот эти прибавки, по 2 прибавки посерединке, это у нас нижняя часть мордочки. Прикладываем ее так, чтобы она была, получается, вот так, наверное, значит. В общем, смотрите, вот ряд под глазом. Мы, наверное, его пришьем. Вот который ряд посередине глаза. Куда мы вставляли глазки, в этот ряд, получается, пришьем. В общем, фиксируем иголочками в серединке. Стараемся вот эту часть
немножко растянуть. Вот тут чуть-чуть буквально натянуть, чтобы она не получилась круглой. А вот тут вот немного вытянутая. Я убрала с камеры, не смотрю на нее. Еще тут вот немножечко мы вот так вытягиваем. Синтепон не забудьте, когда будете пришивать. Вот таким вот образом пришиваем. Здесь у нас получается немножечко будет как бы выгнуто. Вот полукругом пришивайте обязательно. Для этого мы тут вязали прибавки. Вот. Вставляете булочки, так как должно быть пришито. Вот так, полукруг. Тут более или менее поровней. Вот эта часть будет ровно пришита, и дальше уже как ложится. Тут вот. Ну, вы поняли, да? Давайте пришиваем мордочку. Теперь после того, как мы пришили ушки, я вот расположила их в таком виде. Ушки, естественно, пришивайте каждый на свой взгляд. Смотрите эти фотографии, если хотите, как лучше пришить ушки. Потому что у всех вкус разный, у каждого, поэтому здесь никак не угадать. Вот. Пришили ушки, уже исходя из этого, мы продолжаем вязать переносицу, да? Вот. Я распустила один ряд, получается, провязала 9 рядов без изменений. Потому что, когда я приложила, вот, значит, я прикладываю как? Вот наш первый ряд, вернее, вот они, воздушные петельки. От них отсчитываем вот первый ряд, второй, третий, четвертый. Вот. И на четвертом, от четвертого ряда мы прикладываем вот так вот. Значит, раз, два, три, вернее, вот. Между третьим и четвертым ложится вот нижняя часть. И получается, что вот тут вот довязали до глаза, до края глаза. Теперь мы будем вязать прибавки. Если вдруг выше, распустите. Вот так приложите и посмотрите. Если нормально все, то значит оставляйте. Следующий ряд мы вяжем по краям прибавки. И будем постоять, воздушная петля поворот, будем постоянно прикладывать и примерять. Дальше вяжем без изменений. И в конце будет прибавка. Я, конечно, все буду писать. Вы можете смотреть. Если вдруг где-то что-то я пропустила, вы читайте, смотрите схемку. Значит, воздушная петля поворот. Дальше опять вяжем прибавку в начале, провязываем без изменений и прибавка в конце. Сейчас так 2 ряда я провяжу и покажу вам, что мы делаем. И прибавка в конце. Значит, смотрите. Когда прикладываем, у нас получается идет вот вокруг глаза. Да, вот это вот прибавки наши. И дальше мы сделаем еще раз ряд с прибавкой. И я потом посмотрю, стоит ли еще делать или нет. И третий ряд еще провязываем по краям прибавки. Итак, значит, смотрите, мы провязали 3 ряда с прибавками по краям. И дальше, прикладывая, примеряя, мы вяжем без изменения ряды. Когда вы довязали до ушей, дошли до ушек, все, на этом хватит. Оставляете хвостик, отмерив, я вот так вот отмеривала 2 раза, а то и 3 можно по кругу, потому что будем пришивать по кругу. И отрезайте побольше хвостик. Значит, эта деталька, она как бы нам больше придаст вид тигренку, что это именно тигр, а не кто-то другой. Вот. Когда вы примеряете, вы сразу просто можете приколоть, вот тут найти, да, иголочки, чтобы не это, постоянно не отсчитывать. Вот так вот наметьте сразу с 2 сторон. И каждый раз прикладывая,
вывязывайте ту длину, которая вам необходима, потому что ушки пришьются у всех по-разному. Ориентируйтесь на ваши ушки. Довязали ровненько до ушей, теперь пришиваем. Но перед тем, как это пришить, сначала нам надо будет связать веки. Я предлагаю сделать белые. Значит, выглядят они у нас так. Немножко оставляйте подлиннее хвостик, чтобы вам было удобно вам спрятать. Значит, набираем цепочку из 6 воздушных петель. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6. Во вторую петлю от крючка мы вяжем соединительный столбик и немного подтягиваем петелечку, чтобы она не была большой. Дальше мы вяжем 3 столбика. И в последнюю мы вяжем соединительный столбик и вытягиваем ниточку, при этом чуть-чуть подтягиваем. Вот такие вот у нас будут веки. Чуть-чуть подсоединить, подтянули. Значит, будем мы их пришивать как-то так, я думаю, а там смотрите сами. Вот, я предлагаю перед тем, как их пришить, немного вот с внутренней стороны подкрасить маркером черным. Ну, примерно как-то так, чтобы снизу, чтобы полосочка такая получилась тоненькая, черненькая. И пришиваем. Я вот подкрасила эту часть, и вот с этой стороны ее немного видно. В общем, пришиваем веки, а потом будем пришивать вот эту штучку. Забыла сказать, только смотрите такой момент, что вот эта часть у нас будет с внутренней стороны, уже одну пришила. То есть одна ложится вот так, вторая будет наоборот. И когда вы будете красить маркером, учтите этот момент. Если вы одинаково покрасите, то у вас вот эта часть будет черная выше. Так что, когда будете красить, не забудьте, что у вас переворачивается лицом кверху. Тут изнанка наверху, а тут лицевая часть вверху. Поэтому маркером закрашивайте. Вот. Внимательно смотрите. Теперь под глазиком черной ниточкой прошиваем вот полосочку такую. Узелок делаем на кончике и выводим ниточку вот в угол. Затем я вначале вывела вот сюда, где-то здесь. Потом вывожу я вот под, ну, так, чтобы она не спряталась, совсем под глаз не вывожу, а стараюсь ниточку, иголочку вывести так, чтобы было нитку эту видно. То она может под глаз спрятаться, ее не будет видно. Сейчас я немножко тут исправлю. Где-то здесь сквозь ниточки пропущу. И делаем вот так. Фиксируем тут. Дальше. Я вывожу еще. Чтобы потолще казалась эта полосочка сюда, но этот раз я сделаю соединение в 2 местах. Значит, сюда в уголок, где у нас белая ниточка пришилась, вывожу, значит, вот сюда. Сейчас я исправлю, потому что за один раз не получается. Вот, натянули немного, зафиксировали. Сюда же обратно как бы ниточку эту прижимаем. И выводим вот сюда. И тут ее зафиксируем. Можно обе сразу, если одна плохо держится. Вот. Таким вот образом. И можно сюда вывести.
так вот полосочку как бы соединить. Тут я вот выведу к этому глазу и здесь также соединю, чтобы как бы было закончено. Сильно не натягиваем. Такая вот немного кропотливая работа, конечно. Но можно и без этого обойтись, если не хотите. Можно это, если у вас есть тоненький фломастер, либо маркер тоненький, все закрасить фломастером. Вот, спрячу я ниточку и будем пришивать переносицу, перегородку, вот переносицу. Итак, значит, я еще черным маркером вот эти просветы тоже закрасила, чтобы не было видно тело. Ну, там подкрашу потом еще. А теперь смотрите, еще вот тут вот можно маркером черным. У них вот тут вот тоже места темные. Значит, мы прикладываем и немножечко собираем. Мы не ложим ее прям гладко за подлицо. Приподнимаем немножко и фиксируем. Вот. Значит, смотрите, за счет того, что мы вот это вот пришили, может быть, придется немножечко туда приподнять, чтобы вот эта вот часть, которая у нас с прибавки, легла за, ну, как бы вот тут вот легла. Вот там уже сориентируйтесь немножечко, может, чуть-чуть придется приподнять. В общем, вот так вот фиксируем все. Здесь вот под конец будет ложиться ровно. То есть не надо здесь приподнимать. Вот тут оно все ложится. А дальше уже начинается вот тут вот уже начинаете приподнимать и пришивать. Пришиваем вот так вот все аккуратненько, не спеша, маленькими стежками. Не надо большими стежками, чтобы она более или менее гладко так стала. Хотя бы чуть-чуть. Вот тут она не будет гладко, где приподнята. Здесь она будет выделяться. Нам так и надо. Носик будет выделяться. Для этого мы его приподнимаем. Тут, где гладко, оно немножко сгладится. Но если будет выделяться, ничего страшного. Вот. И дальше. После того, как пришьете по кругу, затем нам надо будет вот эту вот часть от глаза до глаза вот так вот прижать и пришить. После того, как пришьете все по кругу. Полосочкой так вот. Вот. Давайте сейчас пришьем и дальше доделывать будем. Ну вот, пришили. Сейчас, конечно, все пока непонятно. Значит, ниточка у нас остается. Мы выводим ее вот сюда. И вот эту вот переносицу мы прижмем. Значит, будем вводить иголочку, захватывать часть, голову. Прижмем вот так вот к голове. Вот так вот у нас получится здесь прижато. Ниточку я зафиксирую сейчас тут. Вот и она мне здесь, в принципе, уже не нужна. И спрячу ее. Так, будем вышивать носик. Значит, беру я ниточку в 2 сложения. Сантиметров где-то в 2 сложения, когда сложила, где-то сантиметров 80 у меня получилось. Так, чтобы хватило. Вот, значит, вот по краю пришитой нашей вот этой части вводим иголочку и делаем окантовочку треугольником. Значит, внизу это я отсчитала вот от серединки воздушной петли. 1, 2. Между 2 и 3 рядом у меня будет серединка носа. И теперь буду вышивать столько, сколько нужно для того, чтобы носик
приобрел форму. Дальше черным цветом мы сделаем окантовку. Я так вот прошила ее. Сначала так, потом так. Носик. Ну, вы вышиваете, как вы знаете. Значит, окантовочку мы делаем из черного цвета. Ниточку эту отрезайте из расчета, чтобы нам хватило еще сделать губы и этому тигренку. Можно сделать, чтобы лучше было видно 2 раза, если плохо видно. Далее, значит, нам надо, значит, вот наша серединка. Выводим в серединку. И примерно смотрим, как мы хотим, чтобы у нас располагались вот это вот разрез губ, да, или как это назвать. Примерно прикладываем и смотрим. Вот я хочу, например, чтобы было так. Где-то здесь я выведу, намечаю иголочкой, чтобы не потерять это место, чтобы слегка так закруглить. Сюда вывожу иголку, вот где наметила. Сюда вывела, значит, и стягиваем немного. Сюда же вывожу обратно. Вот. Делаю то же самое и сюда. Тут из-за того, что я забыла зафиксировать, надо здесь зафиксировать вот эту вот полосочку, чтобы она не съехала в сторону. Сейчас я за нее зацеплюсь. Так, ввожу теперь. Сюда же опять выведу, чтобы зафиксировалось. Это узелочек спрятался. И смотрю, сколько у меня тут. 2 ряда. Также здесь я 2 ряда. И примерно на глаз какое место вывожу. Ну, это я показываю, как я делаю. Вы, естественно, делаете, как вы умеете. Может, у вас есть свой способ. Вот. Наверное, на столбик наверх. Так, скорее всего. Вот. Ввожу сюда и натягиваю немного. И обратно туда же иголочку. Теперь мы здесь немножко вот что-то такое получилось. Тут потом мы синтепон расправим как надо. Тут можно вот эту переносицу или перегородочку эту прошить пару раз, чтобы она более заметнее была. Ну и все, я сюда куда-нибудь выведу. Тут сделаю узелочек, зацеплюсь и спрячу. Дальше, значит, смотрите, можно
дорисовать немножко. Можно взять маркер, можно взять, там, я не знаю, для ткани. Если у вас есть черный цвет, у меня черного нет, темно-коричневый. Сделать вот так. Добавить немного тут, расширить. Дальше мы будем, когда украшать, мы какие-то места тоже уже докрасим. Вот. Ну, в общем, будем дальше украшать. Так, что нам еще осталось сделать? Ну, мы вроде бы все сделали, да? Нам еще с вами осталось белой пряжей пушистой вот тут вот прошить такую вот имитацию, где пуговицы там, да, у него. Можно из нее сделать воздушными, ну, связать воздушные петли, цепочку. Я предлагаю сделать такой вариант, да? Цепочку из воздушных петель. И эту цепочку пришить. Вот, можно 2 цепочки вместе пришить, чтобы было пошире. Можно так сделать. Если у вас пушистая пряжа потолще, то, естественно, вам одной цепочки будет достаточно. Ну, чтобы не ввязываться, так как у нас ряды уходят в сторону, нам придется тут мучиться. Вот, чтобы этого не делать, провязали цепочку и пришили. Пришейте либо обычными ниточками, либо белой пряжей тонкой. Теперь вы можете разукрасить голову, нарисовать ей полоски. Я предлагаю это сделать пастелью сухой. Вот для начала отбеливаем те места, которые должны быть белыми, а у нас они, ну, как бы однотонные, да, все. Смотрите на рисунок, берите рисуночки, где есть тигры, вот, и отбеливайте. В общем, я не буду это делать на камеру, это очень долго занимать время. В общем, отбеливаем те места, которые должны быть беленькими, и рисуем полосочки. Смотрим просто на рисунки, повторяем, как там есть. Выбирайте то, что вам нравится. Ну вот, Дед Мороз, тигренок, готов. Я связала ему шапку. Шапочку я не показываю, как вязать, потому что все будет зависеть от пришитых ушей. Потому что если я покажу вам эту схемку, как я вязала, то она может вам не подойти. Там просто свяжите вот такой вот круг, чтобы до ушей доходило, вот сзади прикладываете. Потом воздушные петли набираете, пропускаете столько, сколько нужно. И дальше по кругу вяжите. Я думаю, вы справитесь. Шапочку вязать несложно. Вот такая вот необычная шапка получилась из-за того, что уши большие. Вот. Вот, значит, сейчас я сниму шапочку. Разукрасила я голову по фотографии. Там находила фотографии всякие разные. Ушки чуть-чуть тут затемнила внутри. Носики тоже черные пятнышки. Это имитировала ноздри. Вот, тоже можно сделать. Если вы делаете деткам, то можно не разукрашивать. Просто свяжите и все. Детки, если маленькие, будут брать в рот игрушку, там облизывать не стоит. Я думаю, разукрашивать ничем. Вот. Дальше я связала сумочку. Сумочка тоже несложная. Также свяжите круг. Прибавки делайте. Потом найдите схемку любого рисунка и по кругу этот рисунок свяжите, затем провяжите там под конец. Я как связала, значит, столбик с накидом, воздушная петля, одну пропустила предыдущего ряда, один столбик, опять столбик с накидом, воздушная петля, то есть дырочки такие получились для того, чтобы продеть эту веревочку, которую тоже сделала. Вот так же и вот связала, пришила, но сильно большая получилась, там, например, одевать. Ну, это так чисто, для красоты. Можно и не делать.
Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. Старалась я для вас эту игрушку придумывала. Конечно, много времени потратила я, что на нее, что на тигренка предыдущего, которого я сняла для вас. Вот, я думаю, что похож на тигра. Ну вот, в принципе, и все. Бежите с удовольствием. Встретимся в следующих видео. Пока-пока.